звездного часа, так сказать. Ну, для начала, как видите, у меня появилась Вареса. Да, это случилось случайно. Да. Давайте посмотрим. Честно говоря, я не помню, кто там был у нее в баннере, но я кого-то хотела покрутить, по-моему, Фарузан. Да, потому что у меня вот было где-то C3, да, а сейчас C5, вот две штучки мне выпало Фарузан. Так, я, наверное, пока что себя сделаю потише еще, потому что очень сильно мешают их возгласы. Я сейчас на самом деле игру на японском слушаю, потому что какие-то ситуации там с голосами озвучки на английском происходит, какой-то бунт или что-то такое. Ну да ладно. Играю я на планшетике на своем мини. Так что у меня все персонажи вот здесь слева. Мы еще можем как посмотреть вот сюда зайти, да, в профиль слева на Паймон нажать и галерея персонажей. Давайте посмотрим здесь, наверное, поудобнее. Кстати, у нас из кафе сегодня или вчера вышла. Давайте качество, вот сначала пятерочки посмотрим. Насчет эскафьи еще не знаю, буду ли я ее крутить или нет. Нужно посмотреть обзорчики и посмотреть ее детальки. Вот. Вареса, в общем, выпала мне случайно. Я готовилась к Шаланен и накопила достаточно много круток. Ну и, в общем, как так бывает обычно, не выдержала. И на баннере с Варесой немножечко так ее покрутила. Из-за четверок, по-моему. И, в общем, она мне выпала. Ну и, конечно же, я не могла ее оставить без оружия, поэтому пришлось еще крутить баннер с оружием. Ну, об этом позже. Далее. Мицуки нету, Мавуики нету, я ее не крутила, так же как и Седлали, и Часку. А вот Шеланин я покрутила, я к ней готовилась прям. И, честно говоря, пока не поняла, нравится она мне или нет. Она вроде бы как замена Кацухи считается как саппорт, да. Но, честно говоря, мне Казуха нравится тем, что он стягивает врагов. Шаланен, наверное, хороша для каких-то крупных боссов, для таких сильных врагов, которые не в разнобой малыши такие бегают вокруг, а именно 1-2, там вот так вот. Кинич тоже не знаю, буду ли я вообще его крутить или нет. Он, конечно, прикольный, но не знаю, честно говоря. Так же как Муалани. Муалани я несколько раз пробовала в разных ивентах и в театре также. Но, честно говоря, мне ее стиль именно боя не очень подходит, потому что там как-то нужно на этой акулке, на этом саппорте крутиться, вертеться об врагов, тереться. И не очень удобно лично для меня. Эмилия тоже нет, Сиджвин тоже нет, Кларинда нет, Арлекино. Это был видосичек на моем основном канале на английском, где я ее крутила, и я ее действительно очень хотела. Мне очень импонирует ее образ такой, типа злодейка, прикольный. Ну и плюс она, конечно, супер мощная, и я коллекционирую таких супер мощных ДПС, ну, по возможности, да, то есть не всегда, конечно, не всех удается выбить. Кларинда тоже сильная, кстати, но, по-моему, Арлекина все-таки посильнее. Ну и Вареса тоже неплохо, кстати, по ДПС. И у меня до этого не было электро ДПС, поэтому Вареса
Флавию я давно хотела, но я посмотрела ее обзор, и там нужно собирать кристаллы. Мне кажется, это не всегда удобно, особенно в бездне, когда хочешь концентрироваться на том, чтобы мочить врагов, а не на том, чтобы бегать и собирать эти кристальчики. Ну да ладно, посмотрим. В общем, Фуриночка, естественно, королева драмы у меня есть, и я этому очень рада, потому что она действительно как саппорт великолепна и достаточно мощная, бьет хорошо и сильно, и больно. Ну и, конечно же, это Архонт. Архонтов я коллекционирую. Пока что Муфыйку я не выбила, но, скорее всего, тоже буду ее когда-то выбивать. Ризли. Я, наверное, пропущу. Вообще, в принципе, ну не знаю, насколько он сильный ДПС. Я не смотрела на то, что он контактным боем именно занимается. Мне как-то так, но не особо. Невилет, естественно, Гидродракон. Это просто чудесный персонаж, и он не раз меня везде выручал. Очень мощный ДПС и в целом симпатичный мужчина. Линия был, когда я не играла, сколько там, около года, да, я пропустила, может меньше, не знаю, честно говоря, но сколько-то я не играла в игру, и как раз тогда вышел патч с Линии, и мне как-то, ну потом, я вот сейчас недавно проходила с ним его квест. В принципе, он такой миленький, прикольный. Но, честно говоря, не знаю, нужен ли он сейчас или нет. А вот на Байджу, кстати, я засматривалась в плане выбить его или нет, но пока что не решилась. Потому что, в принципе, из хиллеров у меня есть несколько вариантиков. И, ну, наверное, нет такой необходимости пока что в нем. Дэхи у нас в стандартном баннере сейчас, и она мне пока что не выпала, а ее баннер я пропустила, потому что, ну, она, честно говоря, по отзывам других игроков слабовастенькая. Вот, Аль-Гайтам, кстати, я хотела выбить, но, по-моему, тоже я тогда не играла особо, не помню почему. Странник, есть Нахита, есть Нилу и Сайна нету, а Тигнари мне выпал несколько раз даже. Мы потом посмотрим все созвездия всех персонажей, которые у меня есть. Еланчика, естественно. Так, Аята, Яймику, Шинхе и Ито нету. Кокоми, мой любимый хиллер. Я очень рада, что я тогда постаралась очень и выбила ее. Потому что, насколько я помню, ее давно уже не было. Может, я ошибаюсь, конечно, поправьте, если что. Райден есть, но я и редко играю. Элой. Это, конечно, смех и грех, как говорится. До сих пор ни одного созвездия у нее не придумали. Ну и в целом, я думаю, на нее забили. Потому что это была коллаборация, да, и, ну, видимо, не зашло. Поэтому не пользуюсь вообще абсолютно. Юэми иногда пользуюсь, но редко, потому что уже пира ДПС у меня другой. Но если куда-то достать высоко надо, то да, Юэми пользуюсь. Аяга, прекрасная девочка моя, но тоже уже редко пользуюсь, потому что
сюжета, но, к сожалению, не мой стиль. Планш-атаки это как бы не мое. Вот Ганьюй мне очень давно выпало еще в начале игры, но я ей практически не пользуюсь, только если ее взрывом стихий, да, он классный, но все остальное неудобно, особенно прицеливаться долго, в отличие от Юэми, например. Ну и это совсем неудобно в бездне, когда тебя кто-нибудь может там уже убить за это время, пока ты целишься. А вот Альбеда когда-то хотела выпить, но так и не вышло что-то, но сейчас уже, наверное, не актуален он особо. Джун Ли прекрасный щитовик, до сих пор он у меня всегда практически в любой пачке. А вот Тарталья когда-то был популярен, ну и в целом его хорошо разрекламировали, он такой прелестный мальчик, но нет, не выпивала его. Кли я выпила когда-то давно, она очень такая миленькая, мне очень нравилась ее английская озвучка, но, к сожалению, да, маленькие модельки очень медленно бегают, и в целом ее стиль игры тоже такой, но не очень бомбочки, типа Гана тоже кидает, все там уже в бездне все закончится. Фэнси тоже прикольный. Хотела его очень, кстати, одно время, еще, по-моему, до Казухи, я не помню, мне кажется, еще до Казухи я его выпивала, но с появлением Казухи он ушел на второй план, потому что, ну, мне кажется, что Казуха более удобно стягивает врагов для многих ДПС. А вот Кэтсин, кстати, недавно мне выпала Мона, впервые за всю мою игру, за все то время, что я играю, и это на самом деле был шок, потому что я хотела ее очень долгое время, но с появлением Фурины она уже, мне кажется, стала менее актуальной, вот поэтому лежит пока что у меня она как раз таки на полочке. Цици или как в английском Чичи. Мне больше нравится вариант Чичи, очень мило звучит. Милашка, симпатяшка, но, к сожалению, сейчас уже не особо актуально. Телюка я, кстати, прокачала для театра. Ну, в целом неплохо, но слабовато по сравнению с Арлекино, это уж точно. Ну и с Хутао тоже. Джин периодически использую. Кстати, вот с Нёвелетом я ее использую, но, по-моему, у нее недостаточно восстановления энергии, поэтому ее надо дальше как-то с ней работать в плане артефактов там и всего остального. Ива — это новый персонаж, 4-звездочный. Посмотрим, выпадет ли он мне в этом баннере. Янсан, кстати, мне выпало вот... возможно, я крутила, кстати, Варесу из-за Янсан, потому что увидела про нее на ютубе у ребят, обзорщиков, что ну, классный персонаж и все такое. Но мне кажется, что у Вареса, конечно, покруче ее будет, наверное. Она, я так понимаю, саппорт, тоже бегает быстро, но Вареса, мне кажется, быстрее. А вот Ланьянь, кстати, у меня, по-моему, C6. Я не помню, в каком она баннере была, тоже недавно. Оророн, прекрасный мальчик. Люблю его сильно. Он у меня стоит в пачке с Варесой. Сейчас... Ой, перепрыгнули. Качину редко использую, честно говоря. Но она у меня там тоже на каких-то минимальных просто созвездиях. Сетас еще не качала, но тоже выпало мне, по-моему, трижды. Камина использовала я в театре, кстати. Ну, прикольный, но такой непонятное что-то. То есть 4 и ДПС. Но я все-таки предпочитаю 5 ДПСных, потому что они посильнее, очевидно. Шеврёс использую сейчас, кстати, с Варесой. Шарлотт до сих пор не качала я, так же как и временные. Или нет. Кирарочку качала для театра.
основном, но тоже, по-моему, она там не до конца у меня построена правильно, или как это сказать, не знаю, как по-русски. Вот, недостаточно восстановления энергии, по-моему, у нее, и она редко набирает вот это восстановление для взрыва стихий. Лайла, щитовик, я ее тоже с невилетом, по-моему, использую частенько. Кандакия или Кандакия, по-моему, ничего у меня там, у нее не возвышено вообще. Дори тоже, и Калей тоже. Эйцо, кстати, такой ТПС, тоже четверочка ТПС. Не помню, сколько у него созвездий, посмотрим потом. Я его использовала в театре. Синобу тоже в театре использовала. Юнцинь у меня есть, но не возвышенно. Горо тоже. А вот Тому я использую тоже как щитовика. Жаль, что он не хилит, потому что щит у него не особо, честно говоря, сильный. И там нужно выполнять условия, такие как обычные атаки, чтобы он держался дольше. Но сейчас на вресе он стоит, в принципе, что-то там выполняет какую-то функцию щита немножко. Вот Сару я использовала с, господи, с электроархонтом, короче. Вылетает у меня название персонажей периодически. Райден. Да. С Райден я использовала ее. Саю вообще не использовала, но долгое время хотела, потому что с ней было удобно ловить бабочек кристальных. Янфей, Розария, Синьянь, Диона. Эти все у меня есть. Сахароза, Чуньюнь, Наэль, Беннет, Пишель. Ну, в общем, да. Из этих всех сейчас я использую Розарию, наверное, Диону, периодически Сахарозу, Беннета, Фишель. Нингуан не использую. Синцю периодически у меня стоял. Ну, он всегда стоял с Хутао, а сейчас как бы реже уже, потому что Хутао реже использую. А вот он чем хорош для Хутао, то что он хилит и подхиливает чуть-чуть. А вот этот хил, допустим, если с Арлекина поставить его, то хил не будет работать. Вот Пейдо тоже для театра качала, немножко использовала Астиан Лин, недостаточно восстановления энергии. Очень редко, когда этот набирается взрыв стихий. Рейзера не использую, Барбару уже практически не использую, Лизу даже не возвышала. Кею, кстати, использовала, прикольный, но Эмбер не использую. Вот так вот. В общем, пробежались. Поподробнее вам рассказала про каждого персонажа. Ну и давайте посмотрим. Вот наша прекрасная Вареса. Также у нас тут Тома стоит. Орорончик. Мне нравится, что он может взлетать. И для этого у него практически не нужна никакая энергия, правильно? То есть он может так хоп, взлететь и сразу еще раз. То есть не нужно ждать. Очень удобно. Но и Живрез прикольно тем, что она хилит элементальным навыком, да, своим активного персонажа. Но сейчас у меня все тут хорошо с хпшечкой, поэтому. Так, и что у нас тут так пасмурно и грустно? Давайте куда-нибудь, может быть, переместимся. О, смотрите, посветлело. Прикольно. Переместились, и все, и сразу посветлело. Вот. На самом деле насчет Варесы много было хейта в интернете по поводу нее. Я, честно, не выкупила тему, потому что, по-моему, она, блин, супер милая. Вы посмотрите. Розовые волосы с мятным таким оттенком. Блин, это вообще просто кайф. Она любит покушать.
начнем. Цветочек вот такой вот. Ну, на ХП, понятное дело. И здесь у меня, кстати, сложились все три стада, которые нужны ей. Видите, они так подсвечены такими полосочками. Это, по-моему, недавно появилось сравнительно, если смотреть в общем на игру и на патчи. Вот восстановление, сила атаки, шанс крита. Но здесь, кстати, если вот нажать кнопочку улучшить, то будет видно, сколько и куда ушло улучшение артефакта. 2 раза, видите, ушло в защиту, что не очень хорошо. Могло бы уйти в шанс крита. Спасибо большое. Восстановление энергии вообще не улучшилось, и шанс крита вообще не улучшился. Зато 3 раза улучшилась сила атаки, что тоже неплохо в целом. Перышко вот такое. Шанс крита, сила атаки и крит урон. У меня пески времени. Как-то часы, да. На силу атаки. Шанс крита и крит урон. Но тоже тут, видите, как бы не сильно что-то прям улучшилось. Шанс крита и крит урон по одному разику всего. И это я, кстати, делала при помощи этого вот эликсира, или как там он называется. Вот такой мне выпал колокольчик. Так, кубок. На бонус электроурона, естественно, так как это ДПС, но в целом, да. Восстановление энергии, крит урон, шанс крита, все есть здесь. В принципе, неплохо. Из другого сета артефактов он, но это не важно, потому что наши условия выполняются только на 4 предмета, так что 5-й может быть любым. Ну и вот шанс крита, шапка на шанс крита. И крит урон здесь, в принципе, тоже неплохой. Восстановление энергии тоже имеется. Так что, ну, я считаю, нормально пока что. Потом еще, наверное, похожу. Может быть, цветочек получше выпадет. То есть такое. Созвездие 0. Не крутила я ее дальше после первого разика, потому что все, в принципе, ушло мне на оружку. Таланты 10-9-9. Сейчас коплю эти книжечки. Осталась одна книжечка, но еще мне нужно мору, много моры, поэтому ждем. Дальше идем Оророн. Характеристики вот такие, но подробно не буду. В целом вот так вот. Оружие у него небесное крыло. Не помню, как я его вообще тут строила, потому что я обычно как делаю? Я залезаю на YouTube, посмотрю обзоры. Вот, что там нужно персонажу обычно, какие артефакты, оружие и все такое. И потом пока я там уже делаю, потому что, ну, честно говоря, нет времени в этом всем самой разбираться, поэтому вот так. Вот так вот цветочек, перо. Тут тоже, видите, статы такие себе, но в целом он у меня неплохо так выдает. Вот, созвездие у него пока C1. Но, кстати, у нас сейчас в этом патче будет он в баннере. Да, он уже есть, точнее, в баннере. Таланты. У меня, ну, обычную атаку не качаю. Вот это можно еще прокачать как-то элементарный навык. Ну вот, и взрыв стихий на 9-очке уже. Вот так. Шеврёс в целом неплохая, у нее восстановление энергии достаточно для взрыва. Оружие вот такое, не знаю, хорошее или нет, но какое было, видимо, такое поставила. В целом здесь ХП, по-моему, ей нужно, да, наверное. Вот такие артефакты. Крит урон, шанс крита. Здесь везде в целом, да. Поэтому, да, по-моему, ей нужно ХП, потому что кубок на ХП.
здесь бонус физурона. Ей бы по-хорошему меч, который у Аяки. Да, но извините, у меня такой один. Поэтому вот. Она, кстати, у меня уже почти C6. Остался этот, как это называется? Один. Одна звездочка, короче, осталась. Вот. Вот такие у нее таланты. Клишечка. Характеристики. Оружие. Песни странника сейчас. Почему? Потому что этот ее Сигна, как она там из ивента была, такая Додока, она стоит, по-моему, на Янфей. И книжка, которая до этого на ней стояла, сейчас стоит на страннике. Вот. Тут, кстати, не до конца алая ведьма. Интересно, почему? Может быть, не нашла я нужных статов. Вот, созвездия и таланты вот такие. Телюка, видите, прокачала до 9. Таланты, характеристики у меня вот такие. Кстати, шанс крита неплохой, вообще такой 90. Оружие. Вот это новое из Натлана, сотрясающий землю. У него тут сила атаки. Основная характеристика. Так, артефакты. Горящая алая ведьма. 4 штучки. Неплохо. Созвездие у него C2. Кстати, что дает C2? Когда телюк получает урон, его сила атаки увеличивается на 10%, а скорость атаки на 5%. Ну, наверное, неплохо, но не особо. Так, против повышать бега с процентов. Ой, сори. Не выспалась сегодня. Так, ну, в общем, дальше. Ноэля. Кстати, тут у нее что должно быть защита, наверное, основная, да? Я не помню, честно говоря. Оружие так и стоит, белая тень. Как с самого начала я ее поставила, по-моему, так и стоит. Артефактики у нее встречная комета. Увеличивает прочность щита на 35 и под защитой щита увеличивает урон обычной заряженной атаки на 40%. По-моему, ей хорошо подходит, насколько я помню. И она у меня C6. Вот такие таланты. Нингуан. У меня в скине стоит, в своем наряде. Красиво. Так, он что-то у нее шанс крита вообще какой-то слабенький. Но на самом деле я ей редко пользуюсь. У нее не особо хорошее оружие здесь стоит. Просто какое-то, которое много раз выпадало и на силу атаки. Артефакт архаичный камень. Думаю, тоже тут не особо хорошие статы. Ну, вот какое-то такое неплохое перо, но тоже тут как-то все непонятно. Как будто бы да, как будто бы не очень. Но, видимо, до нее руки просто не доходят, поэтому тоже на C6. Но, честно говоря, я не знаю, вы используете Нингуан, обычно напишите в комментариях, потому что мне кажется, что она уже не актуальна в нынешнем мире Геншина с его супер сложными врагами. Чичи у меня до сих пор, кстати, уровень 80. Ну да, вот так вот. Тут шанс крита вообще очень смешно. В принципе, я думаю, что Чичи можно, наверное, сделать сильной и какой-то супер полезной. Вот, кстати, моллюск у меня на ней стоит, но еще, видите, тут не до конца прокачаны артефакты. Вот перышко какое-то, типа неплохое для нее, наверное. Честно говоря, не знаю. Надо смотреть. Кубок тоже непонятно. 12
кстати, нужен, да. Кстати, Чичи у меня C4. Я думаю, когда будет C6, я начну ее качать. Потому что, ну, а чего? C6 пригодится, правильно? Там, по-моему, она воскрешает на C6. Воскрешает ближайших павших персонажей вашего отряда и восстанавливает им 50% хп. Может возникнуть, правда, раз в 15 минут. Ну, то есть в бездне, если один раз кто-нибудь подохнет, то можно воскресить его. Очень удобно, я считаю. А вот Шиланен. Кстати, слышали эту историю, что вот этот вот мув ее, то, что она танцует на роликах, это взяли с какой-то афроамериканской девушки или мулатки, я не знаю точно. В общем, она тоже танцевала такой танец на роликах в интернете или в ТикТоке, там где-то она выложила свое видео. И, видимо, Хуяверс очень понравился этот ее танец, и они решили, что Шелнен будет танцевать такой танец. Ну и в общем, ну это если вы не слышали, не знаете эту историю, я вам рассказываю. Ну и в общем, эта девушка увидела каким-то образом, может быть, ей друзья рассказали, если она сама не играет, что они как бы скоммунистили, да, ее танец. И она вроде как подала на них то ли в суд, то ли какую-то жалобу, чтобы они убрали этот танец, что это как бы ее типа собственный танец. Но, по-моему, это какой-то бред, потому что любой человек может повторить этот танец, и что она скажет: все, не танцуйте его, это мой личный танец. Пошла запатентовала его. Ну, в общем, и в итоге Хуяверс пришлось немножко изменить ее движения. То есть вначале они были какие-то более, не знаю, более прикольные или нет, там немножечко отличалось, по-моему, взгляд, движение рук, поворот. Ну, поворот, кстати, не сильно отличается, мне кажется. Ну, в общем, чуть-чуть поменяли. Мне кажется, наоборот, прикольно, что твой танец сделали в игру. Это навсегда память про тебя, про твой танец. Это так круто. Но, видимо, девушка не оценила внимание к ее персоне. Вот такая история очень интересная. Вот у меня, кстати, есть уже, наверное, бонус лечения откуда-то с артефактов или откуда, я не знаю. Восстановление энергии 142, не знаю, достаточно это или нет. Шанс крита какой-то супер низкий, крит урон тоже. Ну, в общем, у нее пока что я только выбила, пока что только прокачала ее уровень оружия. Кстати, тоже вот я его долго выбивала, потому что не хотела выпадать на последних там, на сколько там, 70 с чем-то, или не знаю, ближе к 80 выпало оно мне. Его прокачивала, артефакты поставила какие были. На самом деле здесь как-то так не особо что-то есть полезное. Много очень защиты, а ей, ну как бы там не сильно много защиты надо. Давайте посмотрим, сколько сейчас. Сейчас защита 3707. Я не помню, сколько ей нужно защиты для того, чтобы выполнять все условия типа оружия и талантов, потому что тут в оружии есть какие-то условия. Но тут, блин, такое полотно. Пока это все освоишь, тут состаришься, наверное. Вот, в общем, да, вот такие артефакты. Не очень-то хорошие, но я планирую вот как раз-таки на нее я планирую идти новые артефакты выбивать. По-моему, ей нужно много шанса крита, насколько я поняла. Вот созвездие C0 и таланты пока что 3, 10, 10. Ну не пока что. Я не знаю, буду ли я вообще качать обычную атаку. Думаю, нет. У меня осталось на нее, да, только артефакты, получается, прокачать. Вот, ну, Джунли особо не буду показывать, вот так вот чисто пробежимся быстренько. C0, таланты 9, 10, 10. Кстати, обычную атаку просто так прокачала по приколу. Обычно я не пользуюсь. Вот, странник
кстати, сейчас можно создать 12, да. А таланты... Ой, а эти книжечки талантов, да. Тут не хватает, получается, одной штучки. Ну, в общем, да, можно, конечно, тоже повысить на всякий случай, но попозже. Сейчас другие приоритеты. Казуха вот так вот. Стальное жало у него стоит. Хороший меч для него. В принципе, абсолютно меня устраивает Казуха мой. Все прекрасно. Вот у Джин взрыв стихии редко набирается, видимо, из-за восстановления. Да, 140, наверное, ей маловато. Надо будет еще за счет артефактов, наверное. С артефактами всегда какая-то жопа. Потому что они выпадают иногда хорошие, потом начинаешь их качать, все куда-то сливается не туда, куда надо. Вот рассекающий туман. У меня стоит на Аяке. Хороший меч, но почему-то до сих пор Аяка у меня как-то не особо сильная. Хотя все таланты, все у нее прокачано, все хорошо. Но не знаю, может сам персонаж сам такой по себе не особо сильный. Вот Райден только с 3-го созвездия начинает становиться хорошим ДПС. Она у меня C0, поэтому она у меня чисто как саппорт обычно выступает в каких-нибудь данжах или в театре. В бездну я ее вообще редко беру. Вот, на хиту тоже можно чуть-чуть прокачать таланты, кстати. Ну, на хиту я тоже почему-то редко использую. У меня сейчас на ней морской атлас стоит. Тут у нас воспоминания дремучего леса, C0 и 698. Кстати, взрыв стихии можно было бы еще прокачать. Вот, Тигнари. 999 таланты, ого, ничего себе. C2, да, он мне выпал дважды. По-моему, один раз он мне выпал в основном баннере. И дважды, по-моему, он мне выпал в каких-то ивентовых баннерах. Вот, странствующий ансамбль у меня тут стоит на нем. И прототип полумесяц. Я не знаю почему. Наверное, нормальный для него. Честно говоря, я не помню. Вот. Фуриночка моя девочка, сладенькая, такая хорошенькая. Все у нее тут замечательно. Видите, шанс крита, крит урон. Все хорошо. Оружие у нее блеск тихих вод. Это ее сигнатурное оружие. Я очень рада, что я его все-таки выбила. По-моему, мне пришлось даже тогда немножечко задонатить на кристаллы. Но я вообще абсолютно не жалею, потому что, ну, очень сильная. Вот. А золотая труппа. Наверное, у нее, кстати, артефакты неплохие. Да, тут крит урон, посмотрите. Тут крит урон 34% вообще. Ну, шанс крита, притом маленький, но ничего. Вот тут тоже крит урон 20, блин, просто прекрасные артефакты. Здесь бонус гидро урона, восстановление, шанс крита небольшой. Ну и корона, естественно, шанс крита, потому что в остальных недобор. И вот тут тоже крит урон 21%. Ну, обалдеть, просто такие бы всем артефакты хорошие, подходящие. Ну, а сигнал у нее на крит урон. Созвездие у нее C0, но я слышала, что здесь вот C1 очень хороший, C2 тоже неплохой. Ну, в общем, не знаю, возможно, в дальнейшем я буду тоже ее крутить, чтобы созвездие выбить. Ну вот, дальше Невилет. Вот такие у него характеристики. ХП у него 33 тысячи аж. Шанс крита 62 и крит урон тоже 245. Ну, как у
я выбивала специально, потому что у него как раз таки идет как это, господи, сопротивление прерыванию, вот оно в конце написано. И что еще? И он получает 1 уровень былой славы драконов. Но это так, таланты все десятки. Обязательно, мне кажется, это необходимо, потому что, ну, прям все полезное. Вот. Дальше у нас идет елань. Таланты 6, 10, 10. Созвездие C0. Артефакты, эмблемы рассеченной судьбы. Оружие, церемониальный лук, но с рангом пробуждения 5. Хороший дает восстановление энергии, восстановление элементального навыка, да. Вот такие статы у нее. Шанс крита, ну крит урон такой себе. Восстановление энергии очень хорошее, 249. Даже не знаю, надо ли ей это столько или нет. Кокоми или Кокоми. У нас девочка-рыбка прекрасная. Ее так смешно. Видите, конечно, этот минус 76 шанс крита. Но она у меня хорошо, в принципе, прокачана. У нее прототип янтарь. Не знаю, нужен ли ей ее пончик или нет, но она, в принципе, у меня и с янтарем неплохо справляется со своим набором артефактов, вот этим вот моллюском. Вот, созвездие у нее C0 и таланты вот такие. Обычную тычку, я не знаю, надо ли качать еще, но она, в принципе, такая достаточно бесполезная. В основном я использую медузку, чтобы подлечиться, и взрыв стихий, чтобы тоже подлечиться, но и он неплохо так в целом бьет врагов. Вот, моя любимая арлекиночка. 10, 10, 10 таланты. Созвездие C2. Кстати, это вышло совершенно случайно, когда я выбивала ей Шавриос, и у меня выпало созвездие второе на нее. Вот ее набор артефактов стоит на ней. Тоже, по-моему, я хотела еще походить немножко на него, но в принципе она у меня и сейчас неплохо бьет. Так, и естественно Сигна. Сигна, естественно, потому что так же, как и у нее Вилета, по такой же схеме. Вот такие у нее статы. Шанс крита, конечно, можно увеличить еще, но это как получится. С артефактами не угадаешь. Йоэмия. Не знаю, так вот давайте просто покажу вам. Не буду особо ничего про нее рассказывать. Тоже Сигна на ней. Вот эти артефакты, я помню, просто меня выбешивали. Я на них очень долго ходила и прям хотела идеальный на нее набор. Но, по-моему, так особо и не получилось прям идеально насобирать. Моя худавочка с прекрасными глазками, цветочками. Все таланты у нее коронованы. Созвездие C1, чтобы не тратилась стамина, когда делаешь заряженную атаку. Артефакты на ней горящая алая ведьма. Тоже я ходила на него очень долго. И даже недавно ходила перед Арлекино, чтобы она у меня стала посильнее. Поза Хома на ней обязательно. Ну и вот такие характеристики. Так, что у нас тут? Шанс крита можно получше делать, да. Ну, в целом, не знаю, крит урон, наверное, тоже. Но это как получится. Вот моя Lovely Dream, между прочим, да. Путешественница. Сейчас у меня она в статусе пира, но тут вообще ничего не прокачано. Она у меня еще стоит с дендра, видите, артефактами. Все уже дала, все созвездия я ей прокачала. Все насобирала вот эти штучки, отдала там
сидит. Все, амнезия. Дальше. Гачина. Гачина у меня вот с такими талантами. Созвездие у нее C0, наверное, поэтому я не использую, потому что она не шибко сильная. У нее еще даже эти артефакты не до конца прокачаны. Оружие, след радуги. Ну, визуально подходит. А как на самом деле, я не знаю. Наверное, защита ей нужна, да. Вот. Парузан, таланты. Вот такие. Созвездия. C5. Я бы, конечно, хотела C6, потому что я слышала, по-моему, где-то читала, что она необходима для странника, и надо именно C6. Но пока что вот как есть. Ну и надо ей еще тоже артефакты тут собирать нормальные, потому что у нее недостаточно восстановления. Недостаточно и 177. Хейзл, оружие. Вот это вот у меня из ПП. Я его, по-моему, выбивала для... Ну как выбивала? Покупала, получается, да. Покупала для Невилета, когда не знала, что я выбью ему сигну. В целом он у меня бегал какое-то время с этим жертвенным нефритом. Было тоже неплохо, но у него -1, что нужно держать персонажа вне поля боя. А я хотела, чтобы у меня мой дракончик бегал по миру и был как бы сверкал своей красотой везде, поэтому обязательно стигнем. Так, ну вот созвездие Хейзо. Вот такие дела. Сахароза. Вот такие характеристики. Шанс крита чуть какой-то низкий. Оружие. Церемониальные мемуары. Артефакты. Изумрудная тень. Созвездие C6. Таланты. Но это, в принципе, мне кажется, не особо изменилось из прошлого видео даже. Лайлочка. В прошлом видео ее еще, по-моему, не было. Но я очень давно снимала обзор аккаунта, поэтому, конечно, тут за это время уже появилось дофига новых персов. Вот, тоже у нее тут, я не помню, какие у нее должны быть основные базовые характеристики для ее щита. Вот, восстановление энергии у меня, артефакты, заблудшие метели и стойкость миллилита. Да, криоурон и увеличивает хп. Наверное, и хп нужно. Да. Кстати, она в этом баннере есть. Я думаю, что я хочу покрутить, потому что, в принципе, я думаю, что тут все еще полезные созвездия. Да. Тут у меня, кстати, коронованный ее щит. Вот этот взрыв стихий на 9. Но, честно говоря, не знаю, надо ли его качать. Он, в принципе, тоже неплохой. Неплохой. Вот, Розария. С белой кистью у меня ходит. Кстати, ей подходит визуально, да. Созвездие C6. Дионочка. Дионочку, кстати, стала реже использовать. Не знаю почему. Она, в принципе, для нее Вилета не подходит, потому что он сам себя хилит. Лучше Лайла. Вот. Такие вот у нее характеристики. Чунь-Юнь, кстати, по-моему, достаточно нормальный такой перс, но, к сожалению, у меня у него созвездие только C3, поэтому я его редко использую. Кая, ой, Кея, Кея неплохой, тоже у меня на нем меч сокола почему-то стоит, но я не знаю, на него, наверное, надо что-то, а что на него надо-то, я даже не знаю, что-то с бонусом крио или критами. Бонус крио нету. Вот, C2 у меня всего лишь Кея, но вот эти персонажи типа Кея, Эмбер и Лизы, они выпадают, мне кажется, реже всего везде. Вот. Синобу тоже у меня такая достаточно слабенькая. Тут у нее еще Токабо Сикуре стоит, этот зонтик смешной. Ранг пробуждения 5, а уровень еще 80 до сих пор. Вот, но качала я ее для театра, а так вообще ее редко использую, потому что у нее всего C2. Вот, с
созвездие тоже С6. Вот, не знаю, пробежимся так быстренько дальше. Яо-яо, Кирара. Давайте вот по созвездиям, вот так, и оружие. Вот так вот. Кирара, у нас оружие, кромсатель пиков. Да, кстати, может быть и неплохое оружие для Кирара, потому что увеличивает прочность щита на 20%. А у нее как раз таки щит. И созвездие у нее всего лишь C1. Я бы, конечно, наверное, хотела бы за нее поиграть, но на C6 в основном. Вот Синцю C6, оружие церемониальный меч, Барбара оружие. Вот история Тодока, на ней стоит как раз таки почему-то созвездие у нее тоже C6. Тоже она, по-моему, воскрешает на C6. Камин C5. Оружие тень волны. Это из этого, да, из Фонтейна. Вот, песня странника стоит на Янфей, и созвездие тоже C6. Беннет у меня тоже C6, но я пока что не активировала шестое. Я не знаю, надо или нет. Сейчас расходятся мнения на самом деле уже, потому что раньше все говорили, что это невыгодно. Сейчас говорят, что уже норм. И на нем небесный меч. А вот на Сянлин у нас гроза драконов и C6. Рейзер тоже C6. Оружие у него такое странное. Мона у меня вообще не прокачана, поэтому особо на ней не будем заострять внимание. Кавых C3. Оружие цветок в латах. Красивое оружие, очень с цветочками. Наверное, подходит ему. Я не помню, как я выбирала. Кандакия C1. Эмбер C2. Синьянь C6, но я не использую ее вообще. Лиза C1. Юнцинь C4. Саю C4. Элой, понятное дело, 0. Кора C3. Наверное, я хотела бы его тоже прокачать, но не доходят руки. Линет C2, кстати, недавно звездочка выпала на нее. Красивое созвездие в виде кошечки, такая кошечка. Шарлотта у меня C0. Сетас C3. Тори C3. Калей C1. И Ланьянь, кстати, Ланьянь C6. Я вот думаю, нужен мне еще один щитовик или нет. Вот, но так как она C6, я думаю, в конце концов я буду ее качать все-таки, да, почему нет. Временная C0 не качала, и Янсан C2 планирую, наверное, ее прокачать. А вот, видите, на нее нефритовый куршун такой, оп, полезность. Вот, ну и давайте посмотрим оружие. Значит, вот так. Громовой пульс есть. Небесное крыло есть. Наваресу, переливающееся чаяние. На Нювелета, обряд вечного течения. На странника у нас молитва святым ветрам. На Арлекина очертания алой луны. На Хутау позахомы. На Чуньюне небесное величие. На Шеланен песнь патруля пиков. На Фурине блеск тихих вод. На Аяке
И вот лежит. Не знаю, кому его дать сейчас, потому что нужно ли оно кому-то или нет, непонятно. Вот нефритовый коршун это обычно на сяо, да, но у меня сяо нету и я не планирую, честно говоря, поэтому будет пока что на янцан. И еще один небесный меч у меня выпал недавно с основного баннера, но я не знаю, сливать его с бендовским или одеть на кого-то другого. В общем, вот такие дела, ребят. Надо бы посмотреть, да, что у нас тут в баннере. Да, у нас Эскофье, Лайла, Оророн и Ива. А здесь у нас Нави, ну и, соответственно, их сигнатурки. Вот. У меня 30 круток сейчас есть. И я сначала посмотрю, наверное, обзорчики на Эскофье. Сколько у нас там времени прошло? Давайте посмотрим. Так. А сколько? Час, что ли? Не понимаю. Сейчас-ка посмотрю-ка я тут на диктофоне. Ну да, час мы снимаем. Час уже снимаем, так что, думаю, будем закругляться. Все вам рассказала, показала. Надеюсь, вас расслабил мой шепот. Особо мы не поиграли даже в игру, просто показала вам свой аккаунт. Ну, я думаю, что в следующий раз поиграю. Сегодня пока просто так чуть-чуть пошептала, показала аккаунт. Пишите в комментариях, что думаете про аккаунт, что думаете про прокачанных персонажей и какой у вас на данный момент любимый ДПС персонаж и саппорт. Вот. Возможно, хиллер или какой-то щитовик. В общем, жду ваши сообщения в комментарии. А также, конечно же, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, потому что это канальчик новый, только с русским языком. Тут очень-очень мало подписчиков еще. Так что поддержите канал подпиской и лайком. И я желаю вам сегодня